Прежде чем начать просмотр, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал убийцей авторских прав на Бусти, где я выкладываю все созданные мной серии без всяких ограничений. По скриптум. Код Geass выкладываю без ограничений на Бусти в открытом доступе. Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, я вернулся. И это уже 57-я и 58-я серия легендарного аниме. Легенда о героях галактики. Эпизод 57. Инцидент с Кюммелем. 799 год космической эры или первый год новой империи. Да. Император Райнхард объявил состав кабинета министров. Статс-секретарь граф Франц фон Мариендорф. Ну понятно. Министр обороны адмирал флота Пауль фон Оберштайн. Конечно. Министр финансов Ойген Рихтер. Министр внутренних дел Осмайер. Министр юстиции доктор Бругдорф. Да. Министр образования профессор Зефельд. Так. Министр императорского двора барон Бернгейм. Не знаю. Министр здравоохранения Карл Бракке. Министр промышленности Брюно фон Сильверберг. Не Глава припи. кабинета министров Майнхоф. На должность премьер-министра никто не был назначен, а исполнение его обязанностей взял на себя император, заняв таким образом высший пост. Понятно. 1 июля статс-секретарь граф Мариендорф запросил аудиенцию с императором Райнхардом. Ваше Величество, у вас нет желания жениться? Ага. Жениться? Именно. Жениться, обзавестись наследником и таким образом продолжить правление своей династии. Это одна из обязанностей правителя. Моя дочка, небось, да? Его дочка? У меня нет желания жениться. На данный момент, по крайней мере. У меня и кроме этого слишком много забот. Понимаю. В любом случае, основная причина моего визита не вопрос о женитьбе. Так. Прошу простите меня за дерзость. Хитрый. По поводу барона Кюммеля. Фройляйн Мариендорф мне уже говорил о нем. А кто это? У него проблемы со здоровьем, так? Именно так. Он болен от рождения. И врачи говорят, что ему уже недолго осталось. Слабый который. Мы его единственные родственники, и нам его очень Ну, жаль. член их семьи, который лежит. Понятно. Я сожалею. Так вот, барон Кюммель очень хотел бы встретиться с вами. Он говорил, что это была бы для него величайшая честь. Поэтому я хотел бы попросить вас его повидать. В гости приглашают. Хорошо. Уточните у фройляйн Мариендорф, когда у меня будет время для визита, и сделайте все нужные приготовления. Спасибо вам большое. И от имени барона благодарю вас. Так. Вы, кажется, говорили с императором о женитьбе. Что именно вы планируете? Ничего такого. Император еще молод, ему только 23. Я понимаю, что не стоит торопиться с поиском императрицы. Ага, да. Однако ради продолжения правящего рода, так или иначе, придется ее искать. Ну это да. Я просто хотел объяснить его величеству и предложить подыскать несколько подходящих кандидатур. В корень смотрит этот. В корень. Понятно. И? Случайно ваша дочь не будет одной из этих кандидатур? Хитрый, умный. Да нет. Моя дочь, она слишком независима. Конечно. Она не из тех, кто сможет спокойно сидеть во дворце и строить из себя леди. Это Она да. довольно умна, однако Это правда. я иногда волнуюсь, знает ли она о том, что все же она женщина. Вы здравомыслящий человек. Здраво мыслишь, не надо лезть туда, куда не надо. Он этим ему намекнул. О, тот это понял. Фу, выдохнул. То есть получилось Министр отмазаться. обороны, наверное, просто хотел предупредить нас, чтобы мы не пытались обманывать императора и монополизировать власть. Беспокоит его это на самом деле или нет, но предупредить он должен был. Ерунда. Я даже и не думал ограничивать власть императора или министра обороны. Да и если Да и не надо. император женится на тебе, а? Ильда? Надеюсь, хотя бы ты сама об этом не думала. Конечно, нет. Конечно нет. Я и его величество. Она влюблена в него. Ведь мы и так избалованы его покровительством, Это да. поэтому нам не стоит излишне наглеть. Это верно. И без этого причин для конфликтов во дворце хватает. Да, я понимаю.
Быстро они забрались, очень высоко. Кстати, по поводу покровительства императора. Вы должны быть ему благодарны, что он благодушно согласился навестить Кюмеля. Да. Да, Обычно, если его величество навещает кого-то, то это либо очень выдающийся человек, либо кто-то из его любимцев. Люди даже соперничали друг с другом за право на визит императора. Да-да-да. ну, наверное, именно поэтому. Император хочет посмеяться над глупостью режима Гольденбаумов. Ага. Поэтому и решил встретиться с неизвестным ему Кюмелем. Мгм. Конечно, я не думаю, что он совсем не сочувствует больному. Все же он добрый человек. Да? Ну, 6 июля император Райнхард приехал навестить барона Кюммеля. Сопровождающих было лишь 16 человек. ага. Райнхард не любил излишеств и не держал при себе много охраны. И Были зря. даже слухи, что иногда он вообще выходил без охраны. Да? Не надо. Генрих! А вот он. Посмотрите на него, а. Ваш визит для меня — огромная честь. Благодаря вам сегодня имя Кюмелей будет сиять во славе. Приятно видеть, что вы рады. Это для меня намного приятнее, чем любое пышное мероприятие. Генрих, не утруждай себя так. Фройляйн Марендорф права. Вам не стоит себя утруждать. Сначала надо поберечь собственное здоровье. Ну, Райнхард. В этот момент Райнхард почувствовал что-то. Возможно, это было предчувствие опасности, присущее лишь тем, кто пережил много битв. Шестое чутье бойцовское. А что интересно, что? Пожалуйста, пройдемте внутрь. Хоть и скромный, но я приготовил для вас обед. Покушение сейчас не готовится случайно на него, а? Вышел он типа с минимальной охраной, кто-то узнал и... Потому что он же военный человек, и все, кто Хороший здесь... сад, не так ли, Хильда? А? Да. А, ты ведь уже была тут раньше. Однако, наверное, не знаешь кое о чем. Под нами находится подземное помещение. Оно наполнено зефир-частицами. И они с нетерпением хотят доставить императора на тот свет. Спокойно, Он что, хочет его взорвать? Ваше Величество. Правитель всей Вселенной. Правитель всего человечества. Рожденный в семье бедного аристократа. Занявший престол всего и вся. Император Райнхард. И чё? И его верные слуги. И типа того? Если вы не хотите, чтобы я нажал на взрыватель, пожалуйста, успокойтесь. Генрих, ты... Хильда, я не хотел втягивать тебя в это. Да ладно. Я был бы рад, если бы ты не приехала сегодня. А ты чё думал? Готовы ринуться сразу. Однако ты понимаешь, что я уже не могу отпустить никого, даже тебя. Господи, да он уронит этот Хоть чёртов мой пульт. дядя и расстроится из-за этого, но ничего не поделаешь. Да он уронит этот пульт сейчас вот с этим. Барон хочет что-то сказать. Пусть говорит. Нам пока надо выиграть время. Ага, ага. Ваше Величество, ваше впечатление? Если ты убьешь меня здесь, то это лишь значит, что такова моя судьба. Мне не о чем жалеть. Прошло 14 дней с момента коронации. Я положил начало самой короткой династии в истории. Хоть мне не нравится этот способ, но хотя бы этим я внесу свое имя в историю. Даже если мое имя пока что не слишком знаменито, уже поздно об этом беспокоиться. Не слишком? В книгу рекордов Гиннесса хочет Да и войти. спрашивать себя о причине уже нет никакого смысла. Он его обезличивает. Генрих надеялся, что император будет молить о пощаде. Типа того, вот. Чтобы доказать себе, что он не настолько беспомощен, он хотел поставить императора на колени перед собой. Однако Генрих не знает Лоинграмма. Он не знает, что тот скорее выберет смерть, чем унижение перед обидчиком. Генрих, прошу тебя, еще не поздно. Дай мне взрыватель. Хильда,
Оказывается, даже ты иногда бываешь в замешательстве. Ты всегда была такая стремительная и настолько полна жизни, что это даже ослепляло. Это да. Но сейчас это обеспокоенное лицо. Ты разочаровываешь меня. Ну, как бы... Молодец. Спокойно. Спокойно. Еще несколько минут. Дайте мне насладиться властью над всей вселенной еще несколько минут. Я жил лишь ради этих нескольких минут. Слушайте, жалко. Хотя нет, ради них я оттягивал свою смерть. Жалко Еще чувака. немного. Позвольте мне пожить. Иди и сядь назад. Жизнь императора Рейнхарда в опасности. Его попытаются убить. Откуда ты это знаешь? Я думаю, вы слышали об организации под названием «Культ Земли». Когда я находился в Союзе, то имел с ними кое-какие отношения. В то время я и узнал об их заговоре. Они угрожали мне, что убьют меня, если я кому-нибудь расскажу. Однако я настолько верен его величеству, что... Ладно, понял. Имя исполнителя. Барон Генрих фон Кюмель. У Что? которого он сейчас в гостях. Отведите Трунихта в комнату номер 2. Оставайтесь там, пока мы не разберемся с этим вопросом. Больше никого не пускать в комнату. Не поймите меня неправильно. Я никогда не принимал веру культа Земли. Я лишь временно с ними сотрудничал. Так как обязывали обстоятельства, сам я этого не желал. Я понимаю. Попробуйте связаться с бароном Кюмелем по видеосвязи и свяжитесь с вице-адмиралом Шрайтом или с коммодором Кислингом. Покажите мне расположение отрядов военной полиции по всей столице. Найдите мне командующего отряда, который ближе всех к поместью барона. Отряд командора Паумана находится в километре от поместья Кюмеля. Хорошо, немедленно свяжись с ним. Командующий, с поместьем Кюмеля нет связи. Все подтвердилось. Где находится штаб культа Земли? Штаб культа Земли на Одине. Кассельгайн 19. Ближе всех коммодор Лафт. Свяжитесь с ним, пусть направляется к штабу культа. Им кранты. Командор Пауман на связи. Быстрее, быстрее! Ну Им что там, кранты. собрались? Машины не заводить! Шум может предупредить противника. Молодец. Взять самое нужное и бегом до места назначения. Обувь марш. снять. Бежать тихо. Марш-бросок. Слушайте, какой умный мужик. То есть, смотрите, даже без туфель. А вы посмотрите на этих. А эти радикально настроенные. Эти жестко настроенные. Очень. Ну, ясное дело, они ничего не... Прекратить огонь! Ну, ясное дело, они ничего не... Вперед! Убивать всех, кто сопротивляется! Но оставить в живых лидера! Газовую. Слезоточивый газ. Уже не убежите. Сдавайтесь. Сдавайтесь. Капитан! И снова же... Схватите этого типа. Не дайте ему умереть. Ага. Не дайте ему умереть, не дайте ему умереть, не дайте ему... А сам? А? А? Слабо, да? Слабо. Слабо. Не успел. 124 культиста убиты. 28 из них покончили с собой. Взяли 66 пленных, из них 14 тяжело ранены. Сбежавших нет. Лидера поймали? Мы поймали руководителя местного отделения, епископа Годвина. Годвин. Я думаю, что от него мы сможем все узнать. Ага. Каковы наши потери? 18 погибло, 42 ранено. Однако главная проблема Кюмель. Это да, это главная проблема. Как они его смогли завербовать? Как они его смогли уломать на это? Вот этот хороший вопрос. Хотя ему нечего терять по факту. Окружение. Он все уже окружен. Нет, но он и не хотел выбраться отсюда живым. Он уже мучиться не хочет. И хотел хоть как-то разнообразить свою жизнь, потому что его жизнь была одни сплошные страдания. Зигфрид, рядом всегда. Зигфрид рядом всегда. Ваше
Величество, похоже, этот кулон вам очень дорог. Еще как. Покажите мне его, пожалуйста. Ага, еще чего. Ни за что. Я хочу посмотреть на него. Этот кулон тебя не касается. Да, никого. Покажите ему. Ваше Величество. Он ее уже рядом, все здесь окружены, а ему пофиг. Я вам не какой-то салага, я не буду Ваше там. Величество, вы, похоже, забыли, кто тут командует. Не ты, не ты. Дайте мне кулон. Это последний приказ. Ни за что. Он не отберет. Вот и все. Хорошо, что там двойная кнопка. То есть, если на оба одновременно не нажать. Все. Легче с ним. Жалко. Генрих, Ну все, вот такой толчок у его... ну что ты за убьет. дурак? Я хотел что-нибудь совершить перед смертью. Неважно, насколько злое или насколько глупое. Хотел что-нибудь совершить перед смертью. Хоть что-нибудь. Лишь этого желал. Плохое, хорошее, уже плевать. Хоть что-то сделать. Я буду последним из Кюмелей. Не из-за моей болезни, а из-за глупости. Тот факт, что я умер от болезни, забудут очень скоро. А мою глупость, возможно, будут помнить дольше. Запомниться хочет хоть чем-то. Это обычное человеческое желание. Неважно как, потомками или своими поступками. Да, даже... О, все себе по факту кранты. Император цел! Преступник мертв и детонатор у нас. Слава богу. Слава Одину. Все понятно, как они на него вышли. Через садовника. Блин, по ногам надо стрелять. Защитить императора! Возможно, преступники скрываются где-то еще. Земля моя мать. Землю в мои руки. Это и есть культ Земли? Культ земли? Последние годы эта религиозная организация набирает силу и не зависит от империи или от союза. Знаешь, что такое Земля? Это место, где зародилось человечество, не так ли? Проходил по истории. Все же даже наши предки об этом не помнят. Настолько давно это было. Да ладно. Йо. Это дело рук культа Земли? Похоже на то. Нашли сообщников? Больше никого не было. Понятно. Слава богу, что все хорошо закончилось. Заставил же барон нас понервничать. Еще как. Кстати, что это за кулон такой у его величества? Я не знаю. Однако, находящийся под нами подвал, наполненный зефир-частицами, меня беспокоит. Надо сопроводить императора в Ноэ-Сансусе. Я совсем про это забыл. Ты прав. Сейчас же и поедем. Выходим отсюда быстрее, пока тут детонатор или кто-то еще кнопку не нажал. Ваше Величество, слава богу, что вы живы. Однако я виновен в том, что это коварное покушение не было пресечено. Тем самым я поставил вас перед опасностью. Нет, ты хорошо сработал. Да, Ведь правда. ты уже взял под контроль отделение так называемого культа Земли. Да, он классно, правда, сработал. Не стоит себя винить. Сильно сработал. Благодарю вас. Правда. Кстати, Ваше Величество, барон Кюмель хоть и мертв, однако факт в том, что он был преступником. Что прикажете делать по этому поводу? С семьей что делать? То есть... Кеслер, представь, что на тебя совершено покушение, и тебе удалось поймать преступника. Разве ты станешь наказывать оружие, которое использовал этот преступник? Им воспользовались, он же... Я сейчас же займусь допросом культистов и, получив от них информацию, покараю. Райнхард заявил, что не собирается обвинять барона Кюмеля. Это означало, что он не собирается обвинять и родственников барона, графа Мариендорфа и Хильду. Однако все же их взяли под домашний арест. Ну, для вида, ну, потому Сражение что... за власть сопровождается кое-каким чувством удовлетворения. Но битва за удержание власти настолько бессмысленна. Ага, битва за удержание власти. Сражаться с тобой вместе против могущественного врага было увлекательно. Однако теперь, когда я сам стал самым могущественным, время от времени чувствую желание сразить самого себя. Ага.
В этом мире должны быть люди еще более могущественные. Если бы ты был рядом, то мне было бы намного легче найти свою цель. Он уже Не не так ли? знает. Кирхайс. Он уже не знает, По что приказу делать. Райнхарда военная полиция подвергла жестоким пыткам захваченных культистов. Использование сыворотки правды обосновывалось тем, что они были государственными преступниками, Ну это да. и тем, что культистов было очень непросто заставить говорить. Вообще. Они молчали из-за фанатичной преданности своей вере, и она придавала им силу, которую сложно ожидать от обычного человека. В итоге узнать от них удалось немного. А именно выяснили, что покушение было спланировано в главном отделении культа на планете Земля. А в отделении на Одине лишь поступали приказы. 10 июля состоялось собрание по этому поводу с присутствием императора. Главный вопрос – отправка войск на Землю. Начальник отдела внутренней безопасности Гейдрих Ланг заявил, что ему нужно больше времени, чтобы полностью расследовать дело культа Земли. Ага. Это означало, что между отделом внутренней безопасности и военной полицией не было согласия. Ясно. Все ясно. Примерно Не понятно. говори ерунды. Повстанческое намерение культа Земли очевидно. Да, Что еще же как. тебе еще надо расследовать? Вообще. Хотя я и не собираюсь мешать существованию религии. Однако, если они и сами не хотят существовать, то выбора у меня нет. В данном случае позволить им умереть ради собственной веры, разве не будет это милосердием? Классно сказано. Ваше Высочество абсолютно правы. Поздно надеяться на сосуществование с культом Земли. Ну, Нам стоит жестоко наказать повстанцев ну это правда. и показать им силу и волю нового правления. Показать силу? Так точно. Поэтому прошу вас поручить эту миссию мне. О, Для того, чтобы успокоить одну маленькую планету на границе, выдвигать черных рыцарей? Имперский флот поднимут насмех. На этот раз разберемся меньшими силами. Витенфлейт. Есть. нас Валя. насмех поднимут. Я. Приказываю. Веди свой флот в Солнечную систему и захвати главный штаб культа Земли. Есть. Арестуй их лидера и других высокопоставленных личностей и привези их сюда. Если не будет возможности арестовать остальных, можешь их убить. Однако не трогай никого из тех, кто не причастен к культу. Хотя, я не думаю, что там такие найдутся. Благодарю вас за честь получить это задание. Я обязательно уничтожу культ Земли, захвачу их лидеров и позабочусь о том, чтобы они почувствовали все ваше величие. Таким образом, было решено использовать силу против Земли. Через час мы войдем в атмосферу Земли. Как приземлимся, половина моей работы будет окончена. На Земле особо не ищите себе неприятностей. Это да, Юлианду даже тоже летит. Меня не прельщает перевозка мертвецов. Почему у всех коневых такая дурная натура? Да, у всех. Почему? По легенде, вы являетесь членами культа и прилетели на паломничество. Ага. Хотя это и нелегально. Но сейчас скорее необычно то, что кто-то летает на Землю легально. Да поняли. Капитан, сколько человек сейчас тут живет? А, на земле. Примерно 10 миллионов. И Ой, неужели все они члены культа? да. Ну, я не знаю. Ведь тут политика и религия одно целое. Поэтому и свободы веры тут нет. Ну и, наверное, если ты не член культа, то и не выжить тебе тут. Религия — довольно удобное понятие для правителя. Ведь нет более эффективного инструмента для управления толпой, чем религия. Я слышал, что лидер культа — старик, которого называют верховным архиепископом. Вы с ним встречались? Я не настолько важная персона, чтобы так далеко заходить. Да и мне самому не очень хочется с ним встречаться. Ну это да. Кстати, я могу похвастаться тем, что ни разу не испытывал удовольствия от поучений стариков. У этого архиепископа, скорее всего, есть красивая дочь или внучка. О, Вы так думаете? по плану? Конечно. А кто-то из них обязательно влюбится в одного из героев с вражеской стороны. У Паплана, похоже, есть талант к написанию сюжетов для детских мультфильмов. Хотя последнее время детишки быстро взрослеют. О, да. Таким глупым стереотипом их не удивишь. Как раз такие стереотипы вечны. Ты не знал? Поэтому Однако, это и- если сильно верующий человек женится, и у него появятся дочери, разве это не будет противоречить религиозным ограничениям?
Вот, точно. В любом случае, я думаю, что все эти культисты не любят Землю по-настоящему. В каком смысле? Скорее всего, они используют Землю, чтобы вернуть привилегии своих предков. Вот и все. Если бы они действительно ее любили, то не сували бы свой нос в войны и политические игры. Может быть, а может быть, правду говорит. Непокорный прибыл на Землю 10 июля. Ох, Юлиан, ты попал. В тот же день империя решила выслать на Землю карательные войска. Юлиан в замес сейчас попадет с Попланом и со остальными. Твою, вот это, закрутили-перекрутили, ах, как круто! Юлиан сейчас попадет в замес. Интересно в этом культе Земли. Вот, сейчас вот реально интересно, что Юлиан там узнает, потому что у нас сейчас есть возможность посмотреть на весь культ изнутри. Я очень жду этого момента, очень жду. Итак, на самом деле очень о многом хочется поговорить. Ну, на самом деле... Ну, ясное дело, затронем момент по поводу женитьбы Райнхарда. Уже начинается, уже ситуация политическая, экономическая, бои военные, что самое важное, уже более или менее спокойная, и поэтому уже потихоньку начинают подмазываться. Ох, он был близко. Мариендорф был очень близок к тому, чтобы сейчас Оберштайн всю тайную полицию сейчас натравил на Мариендорфов. Вот он был вот от столечки тихо. Он очень грамотно высказался, он очень грамотно ему ответил. Очень грамотно ответил. Очень грамотно. Иначе бы Оберштайн его бы за шкирку взял, его и его дочь. И, между прочим, правильно бы сделал, потому что, ну, господи, это частая практика. Короли женились или выдавали замуж, или женили своих детей, своих сыновей, или выдавали замуж дочерей ради союза с другим государством. Паши, беи очень часто, прямо очень сильно хотели жениться на дочерей султана, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. И императоры хотели побольше силы, и поэтому они сами женились на королев других государств. Также, в данный момент Райнхард — это абсолютная власть, он также стал теперь премьер-министром, значит, у них там введена абсолютная монархия, а не парламентская монархия. То есть он не просто царствует, он еще и управляет государством, абсолютная монархия. Также это очень-очень тонкий вопрос того, на ком он женится. Потому что по факту у семьи жены будут просто бешено сильные привилегии. И поэтому за Мариендорфами очень близко присматривают, потому что по факту графиня Мариендорф единственная женщина, которая с ним 24 часа в сутки, которая о нем по факту заботится, строит расписание и так далее и тому подобное. То есть, капец. Ну и ясное дело, Кюмель, барон Кюмель, бедный парень на самом деле. Почему он на это пошел? Его 100% завербовала культ Земли. Завербовала не из религиозных соображений, они ему не обрабатывали мозги, они ему просто намекнули на один такой момент. И на самом деле его было очень легко убедить. Факт в том, что человек очень сильно, любой человек хочет оставить после себя что-то в этом мире. Это наш основной генетический код, это наше основное предназначение. Мы это хотим сделать в основном путем продолжения рода. Но в данный момент у парня этого бедного даже этой возможности нету. И он решил запомниться хотя бы вот такой дебильным, тупым, глупым поступком. Многие люди, великие люди, запоминались не своими детьми, не своими сыновьями, а своими поступками. Моцарт запомнился тем, чем запомнился. Господи, Ричард Львиное сердце запомнился тем, чем запомнился. Ну ладно, хорошо, не очень хороший способ. Это все-таки король, а у них там свои писцы. Смысл в том, что парень хотел хоть какой-то оставить память после себя, так как это было в его генетическом коде, и он решил даже на самую такую дебильную тупость пойти. Только из-за этого. Но что самое интересное, Райнхард заметил между ним и между собой связь и сходство в том, что вот цель какая в жизни. Что ж, это была, 57-я серия, переходим к 58-й.
Эпизод 58. Посетители. Вскоре после заседания правительства 10 июля Оберштайн спросил аудиенции у императора Райнхарда. Так. Его слова повергли государя в изумление. Так. Хотя это и не срочно, попрошу, Ваше Величество, обдумать возможность вступления в брак. Ага, уже... Граф Мариндорф недавно говорил мне то же самое. Что так необычно, что я все еще не женат. Да. Вы на 15 лет старше меня. Так не стоит ли и вам остепениться? Имеет значение, будет существовать род Оберштайнов или нет. Другое дело, когда речь идет о династии Лоенграммов. Покуда королевский род печется о справедливости и стабильности, люди будут желать видеть выходцев из него на троне. Мужик. Народ будет счастлив, если вы женитесь и у вас будет наследник. Однако отец или братья или иные родственники супруги могут злоупотребить милостью вашего величества и натворить бед. В истории известны случаи, когда, женившись, император приказывал умертвить всю родню жены во избежание. К сведению вашего величества. К сведению. Выглядит так, будто бы вы против какой-то конкретной кандидатуры в императрице. Учитывая, что на данный момент нет никакой кандидатуры, вам не кажется, что сейчас для таких речей не время? Он Конечно заранее. же, я это понимаю. Было бы весьма неудобно, если бы моя супруга стала вторым лицом в государстве. Это да. Вас это беспокоит, не так ли? Ваше величество, как всегда, мудры. Мариндорф с дочерью все еще под домашним арестом? Они кровные родственники изменника, иначе нельзя. При Гольденбауме казнили бы всех в роду. Капец. Вот Хорошо. значит как. Культ земли решили ударить не только по мне, но и по моему ближайшему окружению. Чтобы он параноиком стал. Освободите Мариндорфа из-под ареста. С завтрашнего дня они должны вернуться к исполнению своих обязанностей. Как прикажете. И далее. Сим я запрещаю их подозревать по этому делу. Несите до всех, что нарушение этого запрета будет рассматриваться как неподчинение моему прямому приказу, с соответствующим наказанием. То есть он не психанул. Его религиозные эти фанатики заодно еще и пытались параноика превратить, чтобы он начал среди своих внутренних начать идиотизмом страдать. И он этого не сделал. Не Поступил получилось. отчет от уполномоченного Фумеля касательно деятельности Рененкампфа в Союзе. И что в нем? Губернатор приказал поместить адмирала Яна Вен Ли под наблюдением. Да. Есть свидетельство, что адмирал поддерживает связь с антиправительственными группировками. Подробности тут. Да ладно, правда что Чтобы ли? объединиться, повстанцам нужен лидер. Да. И Стоит ли пускать это дело на самотек? Рененкампф подозревает адмирала флота Яна в намерении свергнуть правительство. ага. Если так пойдет и дальше, даже если у него пока и нет никаких намерений, мы сами подтолкнем его к действиям. Мы не будем вмешиваться до поры. Рененкампф из тех, кто не терпит вмешательства в свои дела. Но ваше превосходительство. Командующий Ян — герой Союза. Если он пострадает, весь Союз ополчится против Империи. Да, да. Такое пламя не просто будет потушить. Ну ясное дело. Прошу прощения, пожалуйста, забудьте мои слова. То есть с Яном они решать вопрос не хотят. Министр обороны хочет спровоцировать командующего Яна на восстание, чтобы раз и навсегда покончить с бунтовщиками? Чтобы иметь повод. Предлог. Или же он планирует посеять смуту в Союзе? Предлог. Вот только пойдет ли все так, как он планирует? Как бы мышка кошку не проглотила. В обоих случаях первым под удар попадет Рененкампф. Как бы то ни было, игра идет по-крупному. Пойдет ли все по плану министра обороны? Будет ли новая эра временем мира? Или же нынешнее спокойствие лишь затишье перед бурей? Мир снова стоит на распутье. Думаю, жалеть Генриха не стоит. Всего на несколько минут, но он держал в своих руках судьбу человечества. По факту. Полагаю, тогда в саду он дал свое лучшее выступление. Выступление? Да, я не верю, что Генрих на самом деле убил бы его величество. Чего бы ни добивался культ земли, организовавший все это. Сам Генрих согласился участвовать в этом бесчестном деле только ради этих последних минут. Да. Ну, может быть и так. Но это так, это правда так. Госпожа, вам звонят из Ноэ Сансуи. Джентльмен представился как Штрайт. Сказал, что у него хорошие новости и надо поспешить. Пожалуйста, пройдемте в комнату связи.
Я знала, что Его Величество не навсегда отлучит нас от двора. Ну это да. Однако теперь у нас будет еще больше врагов. Еще как. Но я не сдамся. Что-то не так, госпожа? Нет, это я сама с собой. Фрайляйн Мариндорф и ее отец освобождены из-под домашнего ареста. О, Чудесные новости. О чем только думает этот Оберштайн. правильно думает. Это только при старой династии казнили всех в роду. Ну, Кроме это да. того, кто, как не Фройляйн Мариндорф, подходит на роль жены Его Величества? Ага, уже ребята уже думают. Если у них будет ребенок, представляешь, какой из него получится принц? Я уже весь в предвкушении, а ты? Конечно же. Только у них самих не забудь об этом спросить. Я, например, выходила за тебя не потому, что ты был офицером с блестящим будущим. Правда, что ли? потому что ты — это ты. Вот. Зная я все наперед, я бы оделся получше в тот день, когда делал тебе предложение. Я в жизни таким перепуганным не был, как тогда. О, я помню этот момент. Цветы, 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 цветы. Я помню. Дорогой, пришел адмирал Руенталь. О, братан. Привет, ты нечастый гость. Просто проходил мимо. Братуха. Этот человек Трюнихт всегда останется в истории как величайший торгаш. Да, Торгаш? кстати. Да. Сначала он продал Империи Союз и свои демократические принципы, а теперь продает еще и культ Земли. Каждый раз, когда он предлагает свой товар на продажу, меняется ход истории. Он должен быть в чести у физанцев. Да уж. Если судить по его товару, то ему нет равных. Это да. Вот только выручка не очень. Ага. То, что он получает, лишь недоверие и презрение. Его хоть кто-то вообще уважает? Больше В нет. конечном счете, все, что он делает, так это продает свою совесть по кусочкам. И, как всегда, прав, Миттермайер. Конформист. Этому человеку в жизни не нужны ни уважение, ни любовь. Этот бесчестный тип глубоко пускает свои корни в тело своей жертвы. Может, Прямо как растение-паразит. Вот как, паразит, значит? И подобно паразиту он присоединяется к новой империи и будет тянуть из нее соки. Ведь он именно для того и слил информацию о культе Земли. да, да. Чтобы завоевать доверие и, может быть, положение. Нифига. И похоже, что ему удалось пустить у нас корни. Да? Действительно, слова презренные для него недостаточно. Так, замочить козла. Злодеяние его талант. Все, что мы можем, не спускать с него глаз. Верно. Да. Дорогой, пришел адмирал Байерляйн. Командир, я тут мимо проходил, не помешаю? Что вы все? До меня тут странные слухи дошли. А, это же Что за слухи? просто слух. Доказательств никаких нет. Нельзя сказать, правда это или нет. Ну, рожай. Давай, рассказывай уже. Так точно. Я слышал это от одного военнопленного. Он сказал, что командующий Меркац все еще жив. А? Тот самый Меркац? Виллибальд Йоахим фон Меркац все еще жив? Заложили. По слухам. Заложили. Меркац числился погибшим при Вермиллионе. Кто смеет распускать подобные слухи? Я просто передаю вам то, что услышал. Это вполне возможно. Ведь тела-то так и не нашли. Я бы не удивился, если бы оказалось, что он где-то скрывается. Но тогда Ян Вен Ли знал бы об этом. Вот именно, Значит, думай. Откуда мы знаем, что они замышляют восстание? Однако это просто слухи. Именно просто слухи. Действовать на основании слухов и подозревать людей в совершении преступлений — это лучше предоставить министру внутренних дел. Тогда Оберштайну. разрешите откланяться. Иди. Лучше Оберштайну это предоставить. Между прочим, ты все еще так же меняешь женщин, как перчатки. Хотелось бы отбрехаться, что это тоже слухи, однако же все так и есть. Женщины на тебя так и вешаются, да? Нет, в этот раз вешаюсь я. А? Что случилось? И пришлось взять ее чуть ли не силой. Чё? Совсем плох я стал. Чё? Если так пойдет и дальше, то стану под стать Оберштайну и Лангу. Что за глупости? Руенталь? Ты не такой. Нет. Руенталь, что ты там творишь? Так что, собственно, случилось? Давай. По правде, эта женщина чуть меня не прикончила. Как так? Поджидала меня с ножом у двери моего дома. Несколько часов, наверное, ждала. Вот это страсть. Лично я бы обрадовался, если бы меня дома ждала красотка. Да ты... Только имя ее и знаю. Ее зовут Эльфрида фон Калерауш. Калерауш.
Ее мать была племянницей покойного герцога Лихтенладе. Ага. Родственница Лихтенлада? Нет ничего удивительного в том, что она меня ненавидит. Ведь для нее я убийца ее деда. Ага. Да она и меня должна ненавидеть. Да нет, разницы есть. Ты лишь забрал государственную печать из его кабинета. А я лично арестовал герцога Лихтенладия в его резиденции. Ага. Так что на мне вины куда больше. Все ясно. И поэтому в глазах его семьи именно я являюсь палачом Лихтенладия. Она знает, что тогда произошло? Не знала, но теперь она знает. Ты что? Да, я рассказал ей. Ты сам рассказал? Ну ты больной, чувак. Зачем ты вообще это сделал? Зачем рассказал я об этом? Ты что, настолько себя ненавидишь? Ну Я да. тоже так подумал. И стоило ей об этом говорить. И промолчать я тоже не мог. Мужик. Я не мог. Понимаешь? Как бы Райнхард дал приказ убить всю семью Лихтенлада, я прекрасно помню. Всех до 11 лет вроде бы. Ага, вроде бы это она. Хорошая девчонка. Как же мило, что ты не ушла. Я ничего плохого не сделала. Правда, что Так ли? зачем мне убегать? Ты как бы... Ты преступница, что пыталась убить главу генерального штаба. Никто и глазом не моргнет, если я казню тебя прямо на месте. А я даже наручники на тебя не надел. Оу. Разве я не добрейший человек? А может, она Я, в была бы не прочь? отличие от тебя, хотя бы не убийца. Правда, что ли? О, Р- Да у уж. тебя красивые руки. И говорили, что у моей матери тоже были красивые руки. Понятно. Будто бы вырезанные из слоновой кости. Руки никогда не знавшие труда. И в тот единственный раз, когда они коснулись ее сына и держали нож, которым она хотела выколоть ему глаз. Ага. Такая жалость, что ей этого не удалось. Видно, твоя мать предвидела преступления, которые ты совершишь, и решила принести свои чувства в жертву. Такая благородная мать и такой мерзавец сын. Ввести немного блеска и можно использовать как твою эпитафию. Я вот никак не пойму. Неужели тебе так не хватает тех привилегий, которыми были наделены твои родители? Твои отец и дед не заработали их тяжелым трудом. Вообще. День за днем они просто прожигали свое состояние. Это, по-твоему, справедливо? Чем же эти аристократы отличаются от узаконенных бандитов? Неужели ты не понимаешь, что захватившие власть силой зло, то чем лучше те, кто ее унаследовал? Я думал, что в тебе что-то есть, но, видимо, я ошибся. Да? И мне больше не интересно. Да? Выметайся. Найди себе мужчину под стать. Бесполезного слабака, что плачет о безбедной жизни, что досталось ему по наследству. Но прежде запомни, нет ничего в этом мире хуже, чем власть, передающаяся по наследству тому, кто ее недостоин. И любой узурпатор в 10 тысяч раз лучше такого правителя. Узурпатор, по крайней мере, приложил усилия, чтобы получить власть. И он не считал, что она принадлежит ему по праву. Теперь мне понятно. Ты просто бунтарь до мозга костей. Ну? Если ты так хорош, почему сам не захватил власть? В конце концов, ты предашь своего господина, которому сейчас распеваешь дифирамбы. Ага, она в корень зрит. Император на 9 лет младше меня. Ага. Сумел покорить вселенную своими руками. Я презираю Гудельбаумов и аристократию. Но против него я выступать не собираюсь. Молодец, молодец. Хотя бы потому, что не могу его превзойти. О, вы понимаете, что какая нужна сила воли, чтобы признать это? Вот чтобы знать это. Мужик. Уйдет? Что-то мне кажется, надо. Август Самуэль Вален, получивший приказ отправиться на Землю, решился в целях экономии времени разделить свои силы и отдал приказ на выдвижение быстроходным крейсером. Да, резко, чтобы слухи не дошли. Жена Валена умерла 4 года назад, и он оставил сына на попечение своих родителей. Ну, удачи. Ну как, нравится тебе твой новый флагман? Еще бы.
Первым линкором, построенным при династии Лоинграммов, стал Парсифаль. Красавец. Честь сделать его своим флагманом император даровал Нейтхарду Мюллеру. За... Придя на помощь Райнхарду в битве при Вермиллионе, он потерял свой флагман в бою и проявил недюжинную отвагу, переходя с корабля на корабль и не прекращая сражаться. Мюллер. За что и стал известен среди друзей и врагов, как Мюллер Железный Щит. В благодарность Райнхард даровал ему полномочия, превыше которых были лишь 3 адмиралов флота. Думаешь о том, как бы опробовать свой новый корабль в деле, так? А почему бы и нет? Конечно. Мне ведь может уже и не представиться такой возможности. Мирное Да время. уж. Если бы так, то у меня не было бы причин волноваться. Что-что? Да нет, ничего. Его Величество поручил эту миссию Валену, чтобы тот смог оправиться от поражения при Вермиллионе и восстановить свое доброе имя. По той же причине Рененкампф и Штайнмец назначены на посты в Союзе. Вот оно что. Что же у нас там дальше? Министр образования профессор Зефельд представит обзорный доклад по эпохе Гольденбаумов. 13 июля флот Валена выступил к земле. Юлиан Минц находился в это время на земле на озере Намцо, лежащем в 400 метрах выше уровня моря. Отсюда паломники направлялись к главным святыням культа Земли на горе Канченджанга на высоте 800 метров над уровнем моря. Сначала, однако, им нужно было привыкнуть к разреженному воздуху. Ага. Уверен. Я уже где-то ее видел. Где? А, ну да. Голова не кружится? Или нет? Нет. Все в порядке. Я в конце концов моложе вас, мне и приспособиться легче. Ну, раз можешь огрызаться, значит в порядке. Эй, все готово! Лады, уже идем. Пошли. Ага. Домой. Приехали домой. На родину. Человечество. Штаб-квартира культа Земли находится примерно в 350 километрах к югу отсюда. Приличной дороги туда нет. Так что нам придется заночевать в горах. На месте будем завтра утром. А зачем нам столько багажа? Там в основном подношения. Подношения? Для церкви. Эти священники, знаешь ли, весьма падки на халяву. Понятно. Это сделает их куда сговорчивей. Как и сейчас, как и в наше Эти горы, время. кстати, были когда-то самыми высокими на Земле. Значит, это Гималаи? Да, в период рассвета Земли здесь был энергетический центр, а заодно и подземные бункеры для правительства. Вау. Так что в 2704 году нашей эры сюда пришелся главный удар армии Черного Флага. Они испепелили слой горных пород в километр толщиной, но тут все еще можно найти горы свыше 8000 метров. Ага. Значит, теперешняя численность населения Земли — результат атаки армии Черного Флага? Но они, конечно, внесли свою лепту, но тогда уцелел целый миллиард человек. Выглядит так, будто они все вымерли, но на самом деле множество людей просто перебрались на другие планеты. Оставшиеся сражались между собой за ресурсы. А потом еще были религиозные гонения. В итоге осталось около 10 миллионов человек. Земля в полном упадке. И Капец. все из-за того бессмысленного конфликта? Наверное. Жители этой планеты находились фактически в изоляции 800 лет. Удивительно ли, что они деградировали? Странно, что такая отсталая планета, как Земля, надеется вернуть свое былое влияние. Да еще таким необычным способом. Думаешь, они что-то скрывают? Да. Было бы неплохо, если бы в штаб-квартире было что-нибудь вроде информатория. Даже если там и есть что-то такое, тебя туда не пустят. Если даже и не пустят, полезно будет посмотреть, как они отреагируют на попытку туда попасть. И потом, вдруг нам повезет. Это бывшие правительственные бункеры. Именно отсюда в свое время отдавались приказы об атаке на колонии. Звучит так, будто от них многое зависело, но они могли лишь наблюдать за трагедией, развернувшейся на поверхности из безопасного укрытия. И помимо провизии, они запаслись выпивками и женщинами. Значит, им удалось уцелеть? Нет. Солдаты Черного Флага нашли это место О. и, используя водопроводную систему, заполнили его водой доверху. Боже, Из заживо. 24 тысяч человек, прятавшихся здесь, выжило меньше сотни. Но выжила. О. Большое спасибо. Приятного аппетита. А вы откуда приехали? Мы с Плутона будем. А, А вы откуда, молодой человек? с Физана. Это так далеко. Удивительно. Особенно для такого молодого человека. Что вы?
Халяву. Халява. Халява, да? Собирают подношения. Вот, возьмите. Финансовые сводки. Не уверен, что им можно верить. А это план штаб-квартиры. Большой молельный зал, трапезная, кельи для паломников. Ага. Информатория нет. Это информация для посетителей. Разумеется, тут нет ничего важного. Ну да, ясно. Слушай, а женские комнаты тут отмечены? Не похоже, что они тут были. Так что, они тут вперемешку с мужскими? Остается только позавидовать твоему образу мышления. Вот как? Только позавидовать твоему образу мышления. А это что? Видимо, ключи от комнат. Мы все порознь. А мы вот вместе. Они это специально? Его Преосвященство! Его Преосвященство! Кланяемся. Присмотрись. Ага, вот он, идет. Хорошие побрякушки. Хорошие побрякушки. Ну, ясное дело, хорошие. Мне представился шанс увидеть его Преосвященство. Все ясно. Это счастливейший день в моей жизни. А я бы предпочел никогда его не видеть. Да, я И тоже. этот высохший старикан верховный архиепископ хорошо, наверное, гореть будет при кремации. Наша епархия на Одине уничтожена? Нифига К себе. сожалению, это так. Барон Кюмель мертв. Как и большинство последователей епископа Годвина. Не буду показывать. Этот барон Кюмель. Для чего он вообще жил? Ради чего умер? Провал, конечно, можно списать на вину Кюмеля, но не слишком ли мы сами поспешили? Да. Искать виноватых теперь бессмысленно. Сейчас нужно разобраться с угрозой, исходящей от имперского экспедиционного корпуса. Так. К убийству императора вернемся позже. Это верно. Нельзя позволить, чтобы Святая Земля попала под власть неверных. Волноваться об этом не стоит. У его Преосвященства есть план. Так. Пусть нам не удалось подобраться к императору, но к адмиралу-то мы подобраться сможем, не так ли? Да. Тупой фанатик. Чего? Неважно, где и когда. Всегда есть люди, одержимые своими амбициями. Но если судьба закинула их на задворки, куда же им направить свои усилия? У Девилье не было другой альтернативы, кроме культа Земли. 799 год космической эры. Первый год новой империи. 14 июля. Флот Валена на полном ходу идет к Земле. Я уже все больше и больше хочу, чтобы их разбомбили к чертовой матери. Я даже не хочу, чтобы они войска туда высаживали. Я хочу, чтобы они бомбардировку там устроили. Господи, что я такого несу? А, господи, там же невинные люди. Че я несу? Че я несу? Ну, все чаще и чаще происходят разговоры по поводу женитьбы Рейнхарда. Ну, понимаете, в чем дело? Просто Ян раньше всех, правильнее всех заметил, что сосредоточие власти сейчас только у одного человека. И чтобы сохранить это сосредоточие власти, и сохранить видимость этой власти, и сохранить видимость светлого будущего, и сохранить единство среди подчиненных Рейнхарда, среди которых великолепные генералы и адмиралы, великолепные люди, личности. Я уже не раз повторял, что гениальные люди притягивают к себе гениальных людей. И чтобы сохранить их всех вместе, им нужен наследник. Немедленно. Но зачем жениться, господи? Можно фаворитку заиметь, в конце концов, как делала вся династия Гольденбаумов. Проблем никаких. Ну, скорее всего, Рейнхард просто так не хочет. Типа, некрасиво. Да бог его знает. Так, культ Земли. Культ Земли. Почему он образовался, кстати, нам тут пояснили. Но очень грамотно пояснили, между прочим. Пояснили просто историческими сводками. Они нам прямо это не сказали. Они просто исторически нам объяснили, почему он был образован. Культ Земли, сам, религиозный. Понимаете, в чем дело? Когда
и территория, на которой происходит ситуация, да, когда вот, например, взять землю. Земля была в страшнейшем упадке. Шли войны. Даже после после черного флага, да, когда там была зачистка, мы смотрели документальный фильм по этому поводу. Во-первых, мщение от повстанцев из колонии было просто ужасное. Потом их тупо оставили всех. Оттуда все корабли улетели. Потом шла борьба за ресурсы между собой. Потом 100% были эпидемии, голод, невозможность лечиться и так далее и тому подобное. Ясное дело, люди многие искали утешения, они нашли ее в религии. Очень много людей находят, между прочим, в религии утешение. Религия, я не говорю, что, между прочим, это все абсолютно плохо. Здесь просто показана очень плохая черта религии. Очень плохие черты. Религия очень интересная вещь. Вот отчасти правильно говорить. Отчасти это правда, то, что религия это... Господи, не хочу сейчас коммунистические лозунги, конечно, сейчас придут употреблять, но... Опиум для народа, но знаете, в чем дело? Оно работает вот в такой моменте. А когда оно работает, это значит, оно подчиняет людей. Подчиняет. Они взяли группу на земле абсолютно бедных, немощных людей. И 100% все, кто вот находится в Солнечной системе, также, между прочим, заброшенные планеты, скорее всего. И они их просто взяли и вот... завербовали постепенно. Между прочим, если кому интересно, как это происходит, да, вот как это все происходит, если кому интересно, просто достаточно изучить историю иезуитов. Иезуиты — это была очень сильная организация в свое время, одна из самых сильнейших орденов католической церкви, которая работала на вербовку новых членов. Очень сильно работала. Работала также на вербовку не просто каких-то обычных людей, а также у них была целая система вербовки и среди старших, среди дворян. И также у них были очень грамотные очень грамотные способы людей заставлять делать пожертвования для церкви. Я сейчас не буду все это подробно рассказывать. Вот все, что вот тут показано, это просто вот, пожалуйста, иезуиты, которые вербуют людей. Потому что люди — это их сейчас основной ресурс. Трюних-то хочу просто выделить в этих сериях. Какая гнида! Между прочим, какая гнида! Он специально выдал культ Земли в тот момент, в день атаки. В тот момент, в самый ключевой момент. В день атаки он специально подгадал этот момент, потому что если бы он просто так бы пришел, это были бы просто сплетни, и его бы нафиг бы послали, он это понимал. Хотел бы он, правда, что-то помочь защитить, он бы сразу пришел бы и сказал бы. А он это сделал так, чтобы ему типа: о да, я крут, я спас всех и все такое, дайте мне побольше уважения и любви. Ну и... Роенталь. Да, у Роенталя в голове и с женщинами все намного хуже, чем я думал. Я понимаю, бабник, но кайфовать от женщины, которая хочет тебя убить, невольно задумываешься над ролью матери парня. Вообще, я имею в виду. Неужели так сильно работает Эдипов комплекс, а? Неужели так сильно? Интересно, неужели так сильно работает влияние матери на сына? Что он хочет женщину, которая хотела его убить, потому что его мать хотела его убить. Да, у Роенталя интересный фетиш. Хотя это лишняя страсть. Я люблю женщину, которая хочет меня убить, и все такое. Ну и финальный козел. Вот, пожалуйста, яркий представитель лицемерия и шарлатанства, которых, между прочим, было очень много. Вот в конце этот, который был Девилья. Сволочь. Что ж, это была 57-я и 58-я серия «Легенды о героях галактики». Благодарю, что смотрели это вместе со мной, благодарю, что вернулись. И я очень рад, между прочим, вернуться. Что ж, увидимся уже на 58-й и 60-й юбилейной серии.